Прямо сейчас рядом с вами по трассе едет бомба на колесах. 30 тонн топлива. Так думают многие. Мы видим их в соседнем ряду и невольно напрягаемся. Ведь кино приучило нас к одной простой мысли. Одна искра, и огромный огненный шар поднимается в небо, разбрасывая обломки на сотни метров вокруг. Но вот что странно. В реальной жизни такого практически никогда не происходит, даже при серьезных авариях. Более того, инженеры давно знают удивительный факт, который звучит как полный абсурд. Полная цистерна с 30 тоннами бензина гораздо безопаснее, чем пустая, из которой топливо уже слили. Как такое вообще возможно и почему огонь не может добраться до горючего? Сегодня мы разберем бензовоз до последнего клапана и узнаем, какие хитрости защищают нас каждый день. А в конце вы поймете, почему самый опасный момент в жизни цистерны наступает тогда, когда она кажется абсолютно безобидной. Начнем с главного обмана, в который верит почти каждый зритель боевиков. Когда в фильме машина падает с обрыва или в нее попадает пуля, она мгновенно превращается в огненный шар. Выглядит эффектно, но с реальностью это не имеет почти ничего общего. Киношные взрывы создают пиротехники, которые закладывают в автомобиль настоящие заряды и емкости с легко воспламеняющейся смесью. Без этих трюков падающая машина просто сминается в груду металла, и зрелище получается скучным. Поэтому индустрия десятилетиями кормит нас красивой, но лживой картинкой. А теперь факт, который многих удивляет. Жидкий бензин сам по себе вообще не горит. Если бросить зажженную спичку в ведро с топливом, она может просто потухнуть, коснувшись поверхности. Горят не капли жидкости, а только ее пары, которые поднимаются над поверхностью и смешиваются с воздухом. И даже пары загораются далеко не всегда, а лишь при строго определенных условиях. Концентрация бензиновых паров в воздухе должна попасть в узкий диапазон, который ученые называют пределами воспламеняемости. Для бензина это примерно от 1,5 до 7,5% паров в объеме воздуха. Если паров меньше нижней границы, смесь слишком бедная, и гореть в ней попросту нечему. Если паров больше верхней границы, смесь слишком богатая, и огню не хватает кислорода. Получается удивительная вещь. Природа сама встроила в бензин защиту от случайного возгорания. Инженерам оставалось лишь понять эти правила и грамотно использовать их при постройке цистерн. Именно на этом простом принципе держится вся безопасность перевозки топлива по дорогам мира. Теперь применим знания о пределах воспламеняемости к настоящей цистерне, которая едет по трассе. Внутри нее плещутся десятки тонн бензина, а над поверхностью жидкости находится закрытое пространство. Бензин — вещество очень летучее, поэтому его молекулы постоянно испаряются и заполняют весь свободный объем. В герметичной емкости пары накапливаются так быстро, что их концентрация улетает далеко за верхний предел воспламеняемости. Вместо опасных 7% там может быть 30, 40 и даже больше процентов паров. Кислорода в такой смеси остается катастрофически мало, а без кислорода горение невозможно в принципе. Чтобы понять этот эффект, вспомните простой опыт, который многие делали еще в школе. Если накрыть горящую свечу стеклянной банкой, пламя живет всего несколько секунд, а потом гаснет. Огонь съедает весь доступный кислород и умирает, хотя воска для горения еще предостаточно. Внутри полной цистерны происходит ровно то же самое, только кислород там заканчивается еще до появления любой искры. Пространство над топливом — это своеобразная мертвая зона, где пламя не может даже родиться. Поднесите туда хоть факел, хоть раскаленный металл, устойчивого горения не получится. Отсюда вытекает тот самый парадокс, о котором я говорил в начале ролика. Полная цистерна безопаснее полупустой, потому что в ней меньше воздушного пространства и совсем мало кислорода. Звучит дико, но это подтвержденный наукой факт, который знает каждый специалист по опасным грузам. Кстати, этот же принцип используют в авиации.
В топливных баках некоторых самолетов свободное пространство специально заполняют азотом. Инертный газ вытесняет кислород и делает воспламенение паров физически невозможным даже при коротком замыкании. Так что 30 тонн бензина за вашей спиной на трассе — это не бомба. Это скорее сейф, который заперла сама химия. Но конструкторы не остановились на подарке природы и добавили десятки собственных решений. На первый взгляд, цистерна кажется обычной металлической бочкой, положенной на колеса. На самом деле, это сложное инженерное изделие, где продумана каждая деталь и каждый миллиметр стенки. Начнем с материала. Современные цистерны делают из алюминиевых сплавов или прочной стали. Алюминий заметно легче, что позволяет вести больше топлива, не превышая допустимую нагрузку на ось. Форма корпуса тоже выбрана не случайно, ведь многие цистерны имеют не круглое, а эллиптическое сечение. Приплюснутый овал опускает центр тяжести машины ниже, и это резко снижает риск опрокидывания в повороте. Но самое интересное скрыто внутри, где корпус разделен на несколько отдельных секций. Представьте огромную бочку воды. Если резко затормозить, вся масса жидкости ударит вперед с чудовищной силой. Чтобы этого не случилось, внутри устанавливают поперечные перегородки, которые инженеры называют волнорезами. Эти стенки с отверстиями гасят движение топлива при разгоне, торможении и поворотах. Без них бензин раскачивал бы машину как маятник, и водитель терял бы контроль над дорогой. Разделение на секции нужно и для другой задачи, ведь одна цистерна часто везет разные виды топлива сразу. В одном отсеке едет 92-й бензин, в другом — дизель, и они никогда не смешиваются между собой. Отдельного внимания заслуживает система клапанов, которая управляет наливом и сливом топлива. Снизу расположены донные клапаны, а внутренние аварийные клапаны способны мгновенно перекрыть поток при повреждении трубопровода. Если в аварии оторвет нижнюю арматуру, топливо не хлынет наружу, потому что отсечка сработает автоматически. Сверху находятся дыхательные клапаны, которые выравнивают давление внутри цистерны при нагреве и охлаждении. Днем бензин расширяется от жары, ночью сжимается от холода, и клапан спокойно пропускает воздух в нужную сторону. Благодаря этому корпус не раздувается и не сминается от перепадов давления. Каждая из этих деталей — результат десятилетий работы конструкторов, которые предусмотрели даже самые редкие сценарии. Мы выяснили, что искра от сигареты почти не угрожает полной цистерне из-за нехватки кислорода внутри. Но у топлива есть куда более коварный и незаметный противник, о котором знают только специалисты. Речь о статическом электричестве. Том самом, что бьет нас током при выходе из машины зимой. Когда бензин течет по шлангу или трубе, его молекулы трутся о стенки и накапливают электрический заряд. Чем быстрее движется поток, тем сильнее растет этот невидимый заряд внутри жидкости. В какой-то момент напряжение достигает предела, и между металлом и топливом проскакивает крошечная искра. А искра — это как раз то, чего смертельно боятся горючие пары в опасной концентрации. Именно поэтому на каждой заправочной станции и нефтебазе действуют строгие правила заземления. Перед тем, как начать перекачку, к цистерне обязательно подключают заземляющий трос или специальный зажим. Этот провод уводит накопленный заряд в землю, не давая ему превратиться в опасную искру. Без подключенного заземления сама операция налива просто не начнется, ведь это железное требование безопасности. Заряд стекает в грунт спокойно и постепенно, так что опасной разности потенциалов уже не возникает. Но одного заземления инженерам показалось мало, и они придумали еще несколько умных решений. Скорость налива топлива специально ограничивают, чтобы поток не разгонялся и не накапливал лишний заряд. Кроме того, современные цистерны заполняют особым способом, который называют наливом под слой жидкости. Труба опускается почти до самого дна, и топливо поступает снизу, а не падает свободной струей сверху. Свободно падающая струя бьется о поверхность, разбрызгивается
и генерирует куда больше статики и паров. Подача снизу делает процесс спокойным, тихим и гораздо более безопасным. Все эти меры прописаны в международных правилах перевозки опасных грузов, известных как Соглашение ADR. Документ подробно регламентирует каждый шаг, от толщины стенок до цвета предупреждающих табличек на бортах. Теперь давайте честно разберем, что случается, когда бензовоз все-таки попадает в серьезную аварию на дороге. Сразу успокою. Голливудский сценарий с мгновенной детонацией и грибом до небес в реальности практически невозможен. Чтобы понять почему, нужно четко разделить два совершенно разных явления — взрыв и пожар. Взрыв — это мгновенное превращение вещества в газ с ударной волной, которая крушит все вокруг за доли секунды. Пожар — это относительно медленное горение, при котором пламя распространяется по поверхности разлитого топлива. При авариях бензовозов мы почти всегда имеем дело именно с пожаром, а не со взрывом. Разберем типичный сценарий, когда цистерна опрокидывается на бок и получает пробоину в корпусе. Топливо начинает вытекать наружу и растекаться по дорожному полотну широкой лужей. Только теперь бензин по-настоящему опасен, ведь его пары свободно смешиваются с воздухом в идеальной пропорции. Если рядом окажется источник огня, разлив вспыхивает, и пламя охватывает всю площадь пролитого топлива. Это действительно серьезное происшествие, но оно развивается на земле, а не разносит машину на куски. Пожар можно локализовать, оцепить зону и потушить силами прибывших спасателей. Но конструкторы предусмотрели защиту даже от такого развития событий, снабдив цистерну несколькими барьерами. Мы уже говорили про аварийные донные клапаны, которые перекрывают слив при повреждении нижней арматуры. Есть и еще одна важная деталь — огнепреградители, установленные на обихательной арматуре сверху. Это специальные сетчатые или пластинчатые вставки, которые пропускают воздух, но не пропускают пламя внутрь. Если снаружи горит разлитое топливо, огонь не сможет проникнуть через клапан в паровое пространство цистерны. Металлическая сетка гасит пламя и отводит тепло, работая как надежный заслон. Благодаря этому даже пожар снаружи не превращается в тот самый киношный взрыв. Реальная авария бензовоза — это работа для пожарных, а не сцена из боевика. Мы выяснили, что полная цистерна безопасна из-за нехватки кислорода в переобогащенных парах. Но что произойдет, когда мы сольем топливо и оставим емкость якобы пустой? Вот здесь и кроется главная ловушка, о которой обязан знать каждый специалист. Так называемая пустая цистерна на самом деле никогда не бывает по-настоящему пустой внутри. На стенках остается пленка топлива, а все внутреннее пространство заполнено насыщенными бензиновыми парами. Дальше начинается самое опасное. Когда в цистерну попадает свежий воздух, он постепенно разбавляет густые пары кислородом, и в какой-то момент концентрация паров опускается из безопасной, богатой зоны прямо в тот роковой диапазон воспламеняемости. Те самые 1,5–7%, при которых любая искра мгновенно превращается во вспышку. Получается, что пустая на вид цистерна нередко опаснее полной, ведь внутри нее готовая горючая смесь. Именно поэтому опустевшие емкости из-под топлива требуют особого, крайне осторожного обращения. Отсюда вытекает железное правило ремонтных работ, которое написано ценой прошлых ошибок. Перед любыми огневыми работами емкость обязательно пропаривают горячим паром и дегазируют, полностью удаляя остатки паров. Только когда специальный прибор подтвердит, что горючих паров внутри нет, можно подносить инструмент. Здесь же уместно вспомнить про грозное явление с названием блеве, что расшифровывается как взрыв расширяющихся паров кипящей жидкости. Но важно понимать, этот эффект относится к цистернам с сжиженным газом вроде пропана, а не к обычному бензину. При сильном нагреве газовый баллон может разорвать давлением, и вот тогда возникает настоящий огненный шар. С бензовозами такое почти не случается, но знать разницу между этими грузами
полезно каждому. Вся хитрая инженерия цистерны бесполезна, если за руль сядет случайный и неподготовленный человек. Поэтому перевозить топливо имеет право только водитель со специальным допуском к опасным грузам. Чтобы получить такое свидетельство, обычный шофер проходит отдельное обучение по правилам ADR и сдает серьезный экзамен. Его учат, как действовать при утечке, возгорании или опрокидывании, и как правильно оформлять сопроводительные документы. Такой водитель знает свойства своего груза и понимает, почему нельзя резко тормозить или лихачить на поворотах. Права на перевозку топлива нужно регулярно подтверждать, проходя переподготовку раз в несколько лет. Но обучением дело не ограничивается, ведь для таких машин существуют и особые правила движения по дорогам. Во многих странах бензовозам запрещен проезд через длинные тоннели, где пожар превратился бы в настоящую ловушку. Им часто предписывают объезжать плотные центры городов и двигаться по специально утвержденным маршрутам. Скорость для тяжелых цистерн тоже ограничена строже, чем для обычных легковых автомобилей. А теперь обещанный вау-факт про загадочные оранжевые таблички на бортах и корме цистерны. Каждый бензовоз несет прямоугольный оранжевый знак, разделенный на две половины с набором цифр. Это не номер машины и не код фирмы, а точная международная маркировка перевозимого вещества. Нижнее число — это ООН-номер, уникальный идентификатор конкретного груза для служб всего мира. Например, число 1203 означает именно бензин, и спасатели любой страны сразу поймут, с чем имеют дело. Верхнее число — это код опасности, который описывает главные угрозы вещества. Для бензина там обычно стоят цифры 33, и в этой комбинации скрыт важный смысл. Первая тройка говорит, что жидкость легко воспламеняется, а вторая тройка усиливает это предупреждение вдвое. Теперь, увидев на трассе оранжевую табличку с цифрами 33 и 1203, вы мгновенно расшифруете ее сами. По сути, это язык, на котором опасный груз честно рассказывает миру о себе. Каждое правило, о котором мы сегодня говорили, появилось не просто так и не из головы чиновника. За сухими строчками регламентов стоят реальные уроки, извлеченные из аварий и происшествий прошлого. Инженерия безопасности почти всегда движется одним и тем же путем — от ошибки к решению. Сначала случается инцидент, потом специалисты разбирают его причины, а затем рождается новое требование. Именно так постепенно сложилась та стройная система защиты, которая охраняет нас на дорогах сегодня. Возьмем для примера аварийные донные клапаны, которые мы разбирали в одной из прошлых частей. Когда-то цистерны не имели надежной автоматической отсечки, и при повреждении арматуры топливо хлестало наружу без остановки. Разборы таких происшествий подтолкнули конструкторов встроить клапаны, которые перекрывают поток сами при ударе. Похожая история стоит и за отказом от свободного налива топлива сверху открытой струей. Специалисты заметили, что именно падающая струя рождает больше всего статического заряда и опасных паров. В ответ появилось требование заполнять цистерны снизу, под слой жидкости, о чем мы уже говорили. Обязательное заземление при каждой перекачке тоже стало ответом на печальный опыт возгораний от статики. Со временем разрозненные национальные нормы решили объединить в единый международный документ. Так и родилось соглашение ADR, которое сегодня согласованно применяют десятки стран по всему миру. Благодаря общим правилам груз безопасно пересекает границы, а спасатели везде понимают одинаковые таблички и коды. Отдельные ведомства ведут статистику и постоянно дорабатывают требования, реагируя на новые типы инцидентов. И вот результат этой кропотливой работы, который редко кто замечает в повседневной жизни. Ежедневно по дорогам мира проходят десятки тысяч рейсов с топливом, и подавляющее большинство завершается абсолютно буднично. Перевозка бензина давно превратилась в отлаженную рутину, где случайности сведены к минимуму. Настоящая безопасность здесь построена не на удаче,
а на трезвом анализе каждой прошлой ошибки. Вот мы и разобрали бензовоз до последнего клапана, и картина получилась совсем не такой, как в кино. 30 тонн бензина за спиной у водителя — это не бомба на колесах, а один из самых продуманных объектов на дороге. Сама химия защищает полную цистерну нехваткой кислорода, а инженеры добавили к этому волнорезы, клапаны, огнепреградители и заземление. Мы узнали, что жидкий бензин не горит, что взрыв и пожар — совершенно разные вещи, и что пустая цистерна порой опасней полной. За каждым правилом стоит трезвый расчет и уроки, извлеченные из ошибок прошлого. Именно в этом и заключается настоящая инженерия, когда что-то по-настоящему опасное становится будничным и предсказуемым. Теперь, увидев бензовоз в соседнем ряду, вы посмотрите на него совсем другими глазами. Если это видео оказалось для вас интересным, обязательно напишите в комментариях, какой транспортный миф разобрать следующим. Поставьте лайк, чтобы такие разборы чаще попадали к другим зрителям. Поделитесь роликом с друзьями и родными и, конечно, подписывайтесь на канал, ведь впереди еще много неизведанных координат. До новых встреч!